Не стесняйтесь на комментарии, комментируйте. Нас обоих поймали. Полиция радостная, думает, ну все много. Ты начинаешь... Нафига? Дорогие дамы и господа, здравствуйте, здравствуйте, сэры и сэрихи, байкеры и байкерши, ох ты. Не, мне надо развернуться. Надо развернуться, я хочу кое-что показать вам. Так, ну что, я уже вроде поздоровался. Видно. Вот. Сейчас будет ящик. Вот он. Вот так выглядит фотоаппарат, который фотографирует. Типа, если ты быстро проедешь. Выглядит как башня от танка. Ну, такого странного танка, который должен быть изначально картонный, но его все-таки обмотали чуть-чуть железом таким жестяным. Короче, консервная банка, внутри фотоаппарат. Эту консервную банку на выходных свернули башню, закрасили ее и вообще, вот он. Еще раз, я надеюсь, в кадр попала. Эта банка страшная. Итак, сегодня такой короткий мотопробег. Ну что такое? Дети не идут, у нас зебра. Я, конечно же, вас пропущу. Едем в школу ребенка забирать на мото. Такой вибрашем, такой подарок. Вибрашем такой, как сказать, эффект такой, как вот вибрашем. Ай, сюрприз, вот, сюрприз. Ребенок об этом ничего не знает. Значит, эффект будет нормальный, такой сюрпризный эффект. Так что такие вот делишки. Давно ничего не записывал. Вообще некоторые видео перескочили все, потому что события требуют того. Многие спрашивали, и у меня несколько видео пойдут вообще не в ряд. Не стесняйтесь на комментарии, комментируйте. Открываем. SMR mit Moped, was überraschend. Ach so. Kollege. Danke. А что ты ел в школе? Wir essen da immer Brot. Угу. А что упадешь? Ноги вот только вот так. Никуда их не девай. Ну, окей? Держишься? Крепко вот так вот. Ну. Что, классно? Надо сделать маленький кружочек. Так. Фотоаппарат стоит. Ставит его на недельку. В этот раз неделька ему не далась, потому что разукрасили. Но ничего страшного, ему уже не привыкать. Этот железный зомбоящик красили раза 3 уже. Понятное дело, по каким причинам. Кто-то сфотографировался, взбесил. Некоторые просто похулиганить решили. Вот тут школа, детский сад. У нас было где 50, сделали 30. Пускай он там стоит, базара нет. Вообще, о чем речь? У кого дети есть, все за меня будут стоять горой. Но дело в том, что он стоит, допустим, в выходные же. В выходные нет ни школы, детские сады закрыты. И дорога, в принципе, нормальная. Можно ехать там 50-60 ехать. Нет, там стоит сейчас 30.
Тебе надо, получается, телепаться, как, я не знаю, черепаха тебя обгонит по тротуару. Рассказываю просто из своего опыта. Мы ехали с чуваком вдвоем. У каждого по 50 кубиков в мопед. Было это давно, в начале моей водительской карьеры. Но у меня уже на то время были права на автомобиль. Из-за этого, когда у тебя есть права на автомобиль, то есть ты можешь ехать на этой технике, то есть тебе разрешено ездить 50 кубиков, если у тебя есть права на автомобиль. Ну и, соответственно, что я делаю? Я еду свои там 70 нарушал уже в то время, 70 я ехал. Чувак у меня увидел, давай тоже, но он ехал там 70-75, но у него были права только на 25. Нас обоих поймали. Полиция радостная, думает, ну все, что, два чувачка сразу за одной хлопушкой сразу две мухи. В конце концов, получилось так, что как бы у меня-то права есть на 50, а у него нету. У меня был штраф там что-то в 400 евро. А чуваку этому, ввели запрет. Ну, тоже денежный штраф будет, но ему прям впаяли запрет, то есть он даже не имел права, когда ему станет 18 лет, идти сделать права себе в автошколе. Это, конечно, жестко. Так где в Германии у нас вообще, я не знаю, наверное, четверть по статистике, или пятая часть, или четвертая часть, которые идут в автошколу, они уже, они имели столкновение вот с такой вот 50-кубовой, кубатурной такой вот игрушкой. И их ловили менты, то есть у них была проблема, их ловили менты, и в конце концов большинство из них попадали на том, что они ехали быстро, едешь ты быстро, у тебя нет ни страховки, у тебя, получается, твои документы не подлинные, там и началось, у тебя... А так, в принципе, нормально. Так можно, конечно, ездить и не попадаться, но дело в том, что когда ты двигаешься много, ты начинаешь, соответственно, больше делать ошибок. И крути, не крути, можно где-нибудь нарваться. Такое дело. Так этого как бы никто не застрахован. Самое страшное, еще где-нибудь ты еще двигаешься не на своей местности, ты не знаешь, где ты в данный момент находишься. Лучше там, конечно, не выделываться. Я говорю всегда, не дома не выделывайся. Нет. Еще и шлагбаум. Ну тебе в баню, я разворачиваюсь. Ну тебе в баню. Такой городок-то маленький, в принципе, спокойно. Нет такого, что там что-то с хулиганами все равно спокойнее стало. Может мотоцикл поставить где-нибудь, там он стоит. У меня так было, проблема, мопед накрылся. Один как-то у меня был 100 кубиков мотор. И у него поршневая заклинила. Перестала идти подача масла. Поршневая заклинила. Ну, то еще себе. Что поделаешь. Заклинил. Нагрелся, он еще воздушного хождения. Нагрелось, все это заклинило. И в конце концов получилось так, что я его, пришлось бросить, надо было на работу. Он там простоял что-то 15 часов, и нормально, приехал за ним потом, все хорошо, забрал. И никому он не нужен был. То есть не своровал, не поцарапал, ни что-нибудь не открутил, не разбил. Спокойно как-то. Даже как машина сбоку стоит, сбоку дороги. Просто припаркует машину. Без разницы, сколько она стоит. Она стоит сбоку дороги. Как-то все в достатке, оно никому не надо. Там думают, что ее трогать, думают. Ее не трогают. Все это отлично. Отлично. Я вообще говорю, в шоке я. Здесь в Германии, я за 15 лет 2 раза слышу, чтобы украли мотоцикл. Реально, 2 раза. Нафига париться? И оно здесь не приветствуется ни правилам дорожного движения, вот эти вот обгоны, ничего остального, да, то есть это никому, мало кого это нравится, мало кто делает, особенно в городе, не выделывается, потому что это изначально идешь в автошколу, тебя учат нормально, более-менее себя вести на дороге.
ну, не агрессивно, да, то вот эти вот агрессивные, особенно в России, когда был, ну, зачем это агрессия? Ты, то есть, ты выливаешь на кого-то агрессию, она тебе только, агрессия вернется только назад агрессией, больше ничем. А когда более-менее дружелюбно на дороге, как бы друг с другом общаетесь, тебе добро вернется добром, все, больше ничего. Спокойненько так едешь, никуда не торопишься. Такие вот делишки. Так что едем. Вот автошкола с прицепом. Вот я на такой когда-то тоже ездил. Прикольная вещь. В автошколе ездил с прицепом, учился. У меня были же водительские права несколько лет. И вот с прицепом ездить, учиться. 6 часов откатать, 6 по 45 минут. И потом делаешь экзамен. Только экзамен практики. То есть экзамен теории, его в принципе с прицепом нету, если у тебя есть уже права на автомобиль.